Так, ну чё, здорово, YouTube, здорово, Дзен, здорово, ВК Play, здорово, Twitch. Всем привет, кто смотрит запись или в прямом эфире. Мы тут ждем стрим Bungie по Into the Light, к свету, так сказать. Работают дропсы, поэтому кто захочет их получить, а именно эмблемку за полчаса просмотра стрима или за 2 часа просмотра стрима Bungie в течение 3 следующих недель. То есть у нас стрим будет на этой неделе, через неделю и через 2 недели. От Bungie 8 вечера по Москве. Кто захочет там все это дело получить, надо будет пройти на стрим Bungie, открыть, собственно, вкладочку с трансляцией, убедиться в том, что вы там его смотрите, что у вас привязан ваш аккаунт Твича к Bungie.net, и в дропсах и наградах проверить прогресс всего этого дела. Там ДМГ отстреливает. ДМГ красавчик. Вот, ждем стрима. Осталось у нас тут буквально 2 минуты. Все уведомления я выключил, что... Поэтому если вдруг у кого-то будут какие-то донаты пролетать, или... Эти, как его называют? Или подписки, то сорян. Мы тут будем сосредоточены на стриме. Будем переводить, будем комментировать, будем погружаться. Что же Bungie на нас 9 апреля выкинут, так сказать. Всем привет, кто подходит. Не смогу... как бы сказать... Не смогу активно чат комментировать, потому что будем смотреть, что там они нам предлагают, и переводить. Но на что-то буду отвечать. По поводу ссылки на обслуживание, да, сейчас серваки на техобслуживании, поэтому если вы хотите какие-то коды ввести из видоса и так далее, то пока не получится. После ролика, да, после стрима ролик выпущу, да. Ну, типа, залью это на YouTube. Может быть, потом, когда займемся ресетом, будет небольшой обзор основных моментов, которые Bungie на нас тут выкинут с этого стрима, посмотрим. Какой чат, зачем его комментировать, даже не знаю. Ну, 8 вечера по Москве. Я показывал, Вань. Вот заходите вот сюда, и там выбираете дропсы и награды сверху. Там показывается прогресс. У меня в браузере есть гениальные субтитры. Ну, есть. Так. Заглохло. Так. Понеслась. Кровь, насилие и сильный язык. Всем привет, добро пожаловать в Bungie. Энди Салисбури. Много новых вещей покажут. Касаемо на пути к свету. 3 чувака с ним. Мистер Том Форумсорт. Как ты? Я хорошо, я кофе выпил. Готов. Хорошую работу Тима проделала. Классно, спасибо, ребят. Вот его имя загородили плашкой о следующем стриме. Короче, Том Хэнсворт. Чувак, который продюсер чего-то там. Все говорят про кофе, пока ни о чем. И еще один Том Фарнсворт. То есть это был Хэнсворт, а это Фарнсворт. Окей. Дизайнер по нарративу. Чувак посередине. Короче, если вам кому-то не нравятся диалоги, которые у нас в игре происходят, это к нему. За 10 баксов работает. Короче, последнее не по значению. Мистер Манелла Ли. Hey everyone, my name is Noah Lee. I'm an activity designer on
Дизайнер активностей. Если вам какая-то активность не нравится в сезонной пропуске, то они специально то это к нему. Это тот чел, который отвечает за те активности для троих, для шестерых с матчмейкингом в игре, я так понял. Они решили плашки с именами уже не выводить. Он очень возбужден по поводу того, что их ждет. Очень много активности, говорит. Саня, привет. Короче, энджойеры Твиттера, можете наблюдать то, что они там постят. Можете видеть на экране. Резня — новая активность для троих человек. На пути к свету. Доступно для всех игроков. Короче, новый Tower Defense активность, где надо будет защищаться от кучи врагов. Вы в последнем городе находитесь. Стражи всем этим занимаются, защищают последний город. 3 стража. Они в защитной позе. Пирамиды тут налетают. Защищаемся мы. Обнова в стиме, круто. Мы не первый раз защищаемся в городе, но так никогда не защищались еще. Короче, последние несколько сезонов Свидетель и его армия приближались к нам. Сжимали хватку. Время на его стороне до финальной формы. Эзотерические ритуалы, магия, порталы. Мы выбрали Кроу, кто отправится, Ворона, кто отправится в портал. Свидетель сделает все, чтобы нас задержать здесь, чтобы мы не отправились вслед за Вороном к страннику. Мы были зажаты в последнем городе. Это по поводу того, чтобы мы оттуда выбрались. И обнаружили новую силу, как только финальная форма выйдет. У нас будет новая игрушка против Свидетеля. Шакс нам будет помогать. Шакс будет, короче, все это комментировать и помогать нам. Он будет вендором нашим по этой активности. Лучшая часть всего этого дела, да. Дропсы, ребят, работают у всех, пока они ни о чем не говорят. Я вижу турели, активности по защите. Что мы увидим в этой активности? В Резне есть кое-что крутое, но ли. Это не нападение, это защита. Короче, мы будем ловушки строить, турели какие-то, и будем сражаться с волнами врагов. Короче, будет плейлист, легендарная сложность и нормальная сложность. Build them up, upgrade them, and try to get as far as you can. Yeah, legend difficulty. Interesting. Already dropping some hints. I like what I'm hearing. You know, I had to do it. And another thing, just really quickly, we had a lot of learnings from some of our activities in the seasons, like deep dives. Они многому научились с сезонных активностей, чтобы сделать эту активность лучше. That's a key feature of Onslaught. You go from wave 1 to wave 50, each 10 escalating in difficulty, as we're going to see in gameplay. Ага. У нас каждая волна будет сложнее, чем предыдущая.
the waves of enemies that we're fighting against are the whetstone by which we are sharpening ourselves. Excellent. Yes, build crafters, you're on notice. Be prepared for what's to come. All right. Well, I say there's no time like the present. Типа от 1 до 50. I think we can go ahead and dive on in. The throne world. Noah, would you mind returning to your throne world? Здорово, briefly, so go Снусну. ahead and kick things off here? My tithes. Obviously, yeah, we got to get some tithes for the man himself. In the meantime, really quickly, Мы obviously, получим with Onslaught being a brand new что? activity, Не we're gonna понял. kick things off in a Шнурки? very different way. Can you tell us a little bit about what Не, не we're gonna шнурки, see а... and start things off? Yeah, you're going to see it in the gameplay here in В just a общем, second. что-то мы получим от него, хз. Onslaught is Ладно. about kind of establishing a defensive kind И of ушел, like да. beachhead in these contested territories where we're like trying to, you know, claw space back from the witness. Certainly. And we're going to see it in Midtown here in a moment. То есть у них там два тома сидят и один ной. А ты не ной. А, тайцы это колготки, что ли? Чё? Ладно, забейте. Нужно быть фолловером 1 месяц? А, ну у меня подписка есть. There's trip mines, there's decoys. The decoys is our favorite little sweepy bot. Работает. Back to help once again. And you can upgrade those too. Опять он говорит про всякие приманки, про то, что можно будет это все дело апгрейдить. Which is our currency, and then you can spend that to deploy these defenses. And you're gonna have to be kind of selective. Like each of these defensive locations can move around throughout the activity. Ну, получается, да, они все это время, 8 минут уже говорят нам про активность на 3 человек с матчмейкингом. Может, они покажут? А, вот, показывают. Опять нам помогают. Блин, это же центр города. Какие-то батареи, которые защищать надо, в общем. Defensive upgrade, Midtown, да. А, он играть пошел, понял. Короче, 15 секунд у нас есть, чтобы подобрать какие-то апгрейды, даже больше 17. Мы тратим на это скрапсы, ну типа... запчасти. Короче, приветствую тиммейтов. У них много времени, чтобы поиграть в инвентарь. Юрис ПВП карты, да. Ну вот, убиваем мобов, коллекционируем с них говно, и потом накапливаем это к следующему раунду и покупаем за это апгрейды. Ну, в принципе, ничего такого. Продвинутый геймплей. Важно, чтобы мы установили большое количество защиты. Танк Джури, смотрите, какой там внешний вид у нее. В присяжном тупике винтовка разведчика новая упала. Я не помню такого скина. Она возвращается, получается, нам снова будет сумки падать? Previous Guardian favorite weapons out there, worry not. You'll have lots of information to learn over the next coming weeks. Короче, да, вот здесь вот там еще показывают счетчик. Волна 1, волна 2. И много инфы придет еще в дальнейшем. Короче, тут и воители есть, и боссы, которые высокой важности, так сказать, важные цели. И, ну да, надо будет еще против воителей пушки брать. Разные волны, разные аугментации. Вас будут пытаться вывести, точнее, из зоны комфорта. Блин, он срет там, что ли? Любителям PvP эта зона знакомая, и они смогут тут хорошо обустроиться, так сказать. Высокой важности, да. Это пистолет на зеленых патронах он в руках держит, который в игре есть. А вот это, кстати, пушка похожа по дизайну как раз на полуночный переворот из Левиафана рейда. Револьвер. Но это не она. Типа скин другой. Так что это не возвращение Левиафана, не надейтесь.
Привет, Джонни. Defeat every one of the witnesses' soldiers. Right. There's no way we could, you know, fight them one by one. We'll try. We have to deal with the witness head on. Это реколор. Inside the traveler. Yeah. And we'll do that soon. Джон, дропсы на медаль не пашешь, что ли? Должны пахать. Он полил в инвентаре? А, ну ладно. Тогда записываем официально. Полуночный переворот возвращается. Официально теперь. Ага, короче, когда вы обновляете ваш инвентарь, он больше урона наносит, и цвет у него меняется. А там рядом сесть может? Да, конечно. Он в инвентаре у них подписан как Midnight Club. Понял, ребят. Ну, окей. Полуночный переворот к нам возвращается, но не из рейда. Спасибо. А где остальные все пушки? Где ракетница? Bungie, как дела? Defenses for you to deploy, and it's up to you kind of to make the best choices and use your limited resources, the scrap that you're collecting. Так, одна бонусная волна. Преодолейте бонусную волну в течение 1 минуты 12 секунд. Чтобы накопить там запчасти. Пистолет этот в подземелье падает, по-моему. Да, в подземелье кто-то. Последним, который выходила. Black Quest. Ну да, TLC, это активность для 3 человек. Да, ребят, если выбирать, то выбирайте сейчас пока что эмблемку. Медаль еще можно будет в течение недели заработать. Короче, бегаем по карте и, блин, я не знаю. Выполняем какие-то задания непонятные. Защищаем башню. Собираем говно. Вот тут нам еще тяжелые патроны выдаются. О, портал. Это у нас из налета локация, да? Победите силы странника. 10 волн. А, каждые 10 волн это фигня. Победите глифохранителя, чтобы зажечь искру. 1 из 3 побежден. Так. Зажгли спарк, искру. Сейчас понесем ее. Стата будет приоритетным артефакте. Так артефакт не меняется, это сейчас будет у нас. Это все еще в нашем сезоне будет, в сезоне желания. Это в апреле. Как же он вставил? Скучали по расколу, ребят? Это выглядит просто, потому что я хорош, говорит чел. Я тебя слепил из того, что было. Привет, Лен. Эмблемки 2. Первая за полчаса просмотра стрима, вторая за 2 часа. Onslaught, in our experience from playtesting, is really easy to lose track of time and just kind of keep. В этом режиме очень просто потерять ощущение времени, можно увлечься. Noah, I got a question, if you don't mind. How do you decide whether to unlock new defenses or upgrade the ones you've already got? Как ты решаешь, как можно обновить что-то или открыть что-то новое? Какую-то турель? Which means that you have to make a decision every purchase phase, like, do I want to save my money to potentially upgrade something down the line? Короче, стоимость постоянно растет. Автор, спасибо за подписку. Стоимость апгрейдов. Поэтому придется решать, новую открыть или старую улучшить. Да я говорю, ребят, на 2-3 раза. Потом это надоест. Как обычно, собственно.
Но это ведь не все, про что они нам сегодня будут рассказывать, я надеюсь. Может быть, там что-то еще будет. Здорово, нам интерфейс мобилочки обновили, надо будет посмотреть. 50 волн за дроп одной пушки. Да, база, чё. И сложность каждый раз будет повышаться. Ну, каждую волну. Привет, раз-два. The ADU batteries will actually heal it, kind of similar to like forges in the Black Armory from my real vets out there. Ну, из того, что мы увидели, не знаю, может быть, там будет полуночный переворот падать? But also, if there's any enemies that stay in the radius of the ADU, you'll see it'll turn red and damage will. Тогда почему с отличием одного часа получите? Я не знаю, у них в клабе Кира написано другое было. У них было написано за полчаса. The amount of scrap. So it's in your best interest to try to keep it as healthy as possible because you might be able to snowball your defenses. Interesting. Это что, рогалик? Ну это Tower Defense. Later levels in like the 40s and 50s, maybe it just behooves you to hold on. Oh yeah. Levels are so let your abilities and weapons do the talking for a little bit. 50s are no joke. Oh my god. Ну там сливы были, что черный арсенал будет, но пока что они нам показывают резню. О, Onslaught. Это выйдет в апреле, да, 9-го. Since we're on the first wave, they're not that difficult, but I promise you, wave 40, wave 50, these guys are tanky. Короче, он говорит то, что 40-я, 50-я волны, они будут жесткими. А пока халява. По поводу билдкрафтика, с чем ты бегаешь? Геймплей не финальный, может поменяться. Ну, он тут сейчас про свой билд рассказывает, я не думаю, что кому-то особо интересно это. Самое веселье начинается с сотой волны. Тут еще мучители могут быть. Лучше бы арену вернули. Prison of Elders какую-нибудь. Ну, я слышал, да, первый-то 50-й они говорили, что-то такое. Про волны. Короче, даем ответный бой. У нас тут босс появился. Клык свидетеля его зовут. Улучшить вашу эффективность против босса можно, взаимодействуя с ним. Ага, Darkness and Power, там у него появился баф. Пропустил, как он получается, но вы получаете увеличенный урон по боссу. Хотя какая разница, он за пару секунд отъехал. Они договорить даже не успели. Плейлист рандомный, или ты можешь со своей боевой группой туда пойти, естественно. Я пока тут посижу. Хорошо, Игорь. Ну, это будет до выхода финальной формы, как я понял, Сань. And honestly, too, it never hurts to bring in your own GM crew if you're pushing 50 waves. No, we definitely want you to communicate in that activity. Опять они про 50 волн сказали, можно ли будет туда свою собственную команду привести? Yeah, honestly. Also, too, actually, while we're kind of on that subject, I remember something you mentioned earlier was, you know, kind of one of the goals, I think, from a design standpoint you were mentioning was that it's kind of just easy to get lost in this activity. You know, the combat sandbox that Destiny has. Можно потеряться в этой активности, но у него сейчас нету бабок, чтобы проапгрейдить свои штучки эти, поэтому он просто ждет, пока время закончится. Хорд мод все-таки будет. Ну, похоже, да, на отстрел просто. Tower Defense этого. Когда ты стоишь и дефаешь какую-то точку. Разработчики мы можем поменять. Ну, тут разные, естественно, будут противники, улей, падшие и так далее. Почему он с Левиком из Левиафана? Ну, потому что он добавлен будет в игру. Он, скорее всего, будет из этой активности падать. Но основное, мне кажется, чем туда людей заманят. Типа, прошел 50 волн, получил револьвер. Yeah, we've got Fallen and Hive are going to be pressing the last city, but the Taken are definitely
active elsewhere. They're sort of. Но меня немножко напрягает, что они про эту активность рассказывают так долго. То есть тут какие-то батареи еще можно поднимать. Ну, типа, мы поняли, но давайте про что-нибудь еще. Jerome, also too, when you're putting together a story like this, you know, obviously kind of helping us realize what the witness's mission is. Нет, револьвер будет с перками. Ну, типа, иначе зачем? Нам множество раз надо будет проходить эту херню и фармить. Короче, про персонажа что-то говорят, про их эмоции. Активность сфокусирована на вашем снаряжении, и Шакс тут выглядит инородно, они говорят. Уровень интенсивности будет расти. Дима будет, да. Ну, напишите ему, что будет. Запись. Мы готовились для этого, да. С Шаксом, типа. Мементо пропадет по окончании стража, которые у Эва лежат? Ну, скорее всего, да. У меня, к примеру, я не знаю, по ощущениям штук 20 уже у него лежит. У нее. Сайт Bungie поднялся, окей. Это первый из 3 стримов будет. Следующие 2 недели. Сперва первый взгляд на Резню. Он на 2 турели все потратил. Короче, эффективность больше, если их апгрейдить, поэтому я решил так сделать. Придумали спираль опять. Ну, в спирали нам надо все-таки ходить по разным локациям, а здесь мы ходим по одной локе по этой карте, да? И периодически нас телепортируют в пирамиду, где мы убиваем боссов. Тут еще, да, вот ловушки и так далее, через которые мобы проходят и взрываются. 14-я волна пока на чиле. Линейная прогрессия, да. Вы скачете по уровню силы там у противников. Ну, новая карта, новые 3 карты будут в мае, DLC. ПВП. Вот сейчас и 3 часа, смотрите, до этого они говорили, что полчаса и 2 часа. Так, я пока посмотрю, накапливается ли у меня дроп. Да, дроп у меня идет. 3 часа и час. Это у меня народ, сорян. Вы не можете облажаться, типа, со своей боевой группой. У тебя есть твой собственный маленький кошелек. Где посмотреть на Твиче? Ссылка в закрепленном комментарии, Артем. Где-то это посмотрел? Заходите справа вверх, в вашем профиле, вот совсем вот сверху, да? И смотрите дропс и награды. VR, ты открываешь мой стрим и стрим разработчиков. В стриме разработчиков ты отключаешь звук во вкладке отдельной. И продолжаешь мой стрим смотреть, чтобы копились баллы. Все работает, нигде не отключается отдельно. You can blame Noah. You can blame me for drop pods. You can blame Noah. I've done a lot. Everyone who spoke to their therapist about Cabal drop pods, you go ahead and charge that directly to Tom. Медаль, ребят, подождите пока. Копите дроп на это. На эмблему. Медаль может в течение недели будет полутать еще со стрима. А, сразу редопсы, тем более. Все, тогда вообще чили.
essentially build a bridge in concert with. Короче, пока мы тут деремся в городе, Ворон строит мост, чтобы мы смогли попасть в странника в финальную форму в дополнение следующем. Надеюсь, они не будут это 3 часа показывать. Я не смогу это 3 часа смотреть, вот реально. Ну, смогу, конечно, но, блин, я буду вот такой примерно. Серваки уже должны были встать. Still has uttered one of my favorite lines. Yeah, we went ahead and chased him into the astral plane. Well, I just shot at him until he ran away, but your way's better. He's earned his spot. He's ready to go, obviously. All right, Noah, where are we at? What are we looking at right now? So right now we're looking at one of our waves. Like I was trying to say earlier, we О, уже огры пошли, 17-я волна. with the Hive and the Fallen, that it's not just, you know, fighting acolytes and thralls every time. We have different compositions. So this is a wave full. У них разные композиции врагов, против которых вы будете сражаться, естественно. Because it allows you to chunk the ogres if they're grouped up. Yeah. But at the same time, they're cursed thralls, and as we see, they are just booking it straight toward the ADU. Ну, огры, да, взрывающиеся трали, рабы и так далее. Ворон строит мост из кипячей стран. Что-нибудь интересное показали? Пока нет. Нам все еще показывают одну активность. Ой, привет. So we're seeing another bonus objective here, actually, which is there are going to be pyramid splinters that spawn. Экстрим сколько будет идти? Ну, от часа до 3 часов. Я не совсем понял, сколько это будет длиться. Потому что у них тут указано, что одну эмблему ты получаешь за час просмотра, а вторую эмблему за 3 часа. Если у них вот это будет длиться 3 часа, то мы тут надолго сейчас. Есть предположение, что это все, что показывают. Что тут рассказывать 40 минут, я не пойму. Ну, уже 30 минут прошло. Джон, стрим будет час, хочешь вторую эмблемку, посмотри все 3 стрима. Они офнут через 2? Они все 50 волн покажут? Как звук вкладкой отключить? Ну, тыкаешь на вкладку и кнопку выбираешь отключить звук. Стрим разрабов, ссылочка в закрепленном комментарии в чате, ребят. Привет, они будут 50 волн бегать? Походу, да. Все смотреть просто ясно. Короче, во время таких вот активностей ты стараешься не оставаться в живых, а удерживать точку. She's using Arc Souls, which has proven to be really useful against the Fallen. Like, is Risk Runner going to be something people want to use, or Trinity Ghoul, or Sunshot? Oh, we're gonna forget that happened. That's fine. Yeah. Ты через какой браузер смотришь, сервер? Ребят, короче, кому не падло, можете чуваком заняться? Его вопросом, так сказать. A bunch of different wave types, augments, you know, different squad compositions and different bosses as we're seeing, and augments there. So really разные боссы. Опять тут у нас теперь клешня свидетеля или коготь. Ну давай, пускай будет коготь свидетеля. Захватывайте зоны, которые появляются на поле. Actually, too, no, we're on that subject of augments. Something you mentioned yesterday I thought was pretty cool were boss augments as kind of the levels continued to. Это Крикун из песни Саватун, да. So we just did an augment just now that had capture points spawn in the arena. Oh, we have one right here. Захватываем точку, да, да. Мы же это так любим, турельки. If we call both of them, they'll all activate, and that serves to kind of get some heat off of you. Yeah. And just overall kind of help like. Шакс высылает подкрепление. Все это выглядит круто, да, по мнению Bungie. Destiny уже заработал, да. Я не знал, что у Хрома столько проблем с отключением звука во вкладке. All right, so what level are we on now, out of curiosity? We're on wave 20. Was that 20? Okay, cool. Awesome. Man, this is going well, honestly.
Они закончили? Выйдите из корабля пирамиды? 14 волн, типа? Hey, I go flawless, you know, check my KD. Yeah, that's right. I thought you were the gilded one. Well, I don't want to brag, but as a 4 times gilded flawless, I mean, I'll let you guys brag for that. О, 4 раза позолотил безупречного. Какой классный. That was tough. You know, all my ribbons bands out there, we know what's up. And shadows. Еще 88, конечно. There's a chapter of everyone's Так, dream ну вот journal они тут dedicated to that выходят. У particular него event, obviously. 2669 Drop the Bungie ID, they're saying. запчастей. Perhaps I'll leave that up to him. That is his. Oh, I can do it. No, I'll do it. Check my rave report. Check my dungeon. Hey, I'm there, bro. Noah is ready, honestly. He's prepared for this moment. Кроме звук отрубается не во вкладке, а на всем сайте. Поэтому 2 вкладки с чем мутится. О, поздравляю, обладатели хрома, что могу сказать. You will actually change locations, and let me just buy something real quick because I have money. But the defenses you picked, like that you placed before in your previous locations, those will still be active. So that means that you building up your defenses over time. You obviously can't upgrade these since they're not at the location you're on, but they will help you when the waves get harder. So you having a level 3 turret or level 3 decoy somewhere, that will actually help you out, and you'll be able to. Короче, качать какую-то турель или ловушку будет выгоднее до 4 уровня, потому что это реально вам поможет на более высоких сложностях. То есть вот разраб нам прямо говорит про то, что, ну, 2-3 турели сделал, да, и качай их. Потому что потом будет бобо. Но на 21 уровне пока халява, я смотрю. То есть мобу еще даже без красного хп. Через телефон дропсы работают, да. Я шутил про Tower Defense, а вот они не шутили. На трансляции в плеере вроде не работает, если выключить. Не работают дропсы. Не засчитывается, что ты смотришь. Дикая гринделка, что ли, походу? Ну, походу ты мастер. Я не знаю, они столько времени уже потратили на демонстрацию этого геймплея. Если выключить, да, если оставить 1%, работает. Работает и засчитывает, работает и засчитывается. Как-то у вас противоположные, ребят, данные. Вы там определитесь. Так, разница в дропе между легендой и нормалом. Опа, мучитель пришел. На 23-й волне. Какой большой. Так, 2 волны, 2 сета. Все нормально. На 3-м сете вы получаете невозможность резнуться, и если вы все сдохнете, то улетите на орбиту и получите дополнительный дроп, если прорветесь. Биг мучитель, да. У него 56 ВПС, ну ему кайфово. Они не могли лучше комп подобрать, вот серьезно. Loadouts to begin with the Brave arsenal, which again we'll be talking about next week. Don't you worry. But also too is just get a chance to go ahead and really see how they can thrive in environments. Just огонь. Ну пустота, да. Find something that really pushes it beyond that standard level that we're used to. Что-то говорят про то, что на последних волнах сложнее Ганмастера будет. На PS3 чел играет. Игла с плойкой, очевидно, так... PS в правом верхнем углу показан. Мелко, но он виден. Это пока. Да, оверлей стимовский. Профилактика закончилась уже. У каждого свои запчасти. И если кто-то расположит какую-то турельку, да, то вы сможете проапгрейдить ее. Можно договариваться.
we did a lot of work to make sure it was as streamlined as it could be, because currency can get complicated if you're not careful about it. In the heat of battle, honestly, yeah, it's like a sweeper bot, Nobody whatever. wants to open their wallet and be like, you got a 5? Ну, видите, да, вот пока 25-я волна, они более-менее справляются. То есть там даже мобы не с красным ХП. То есть до 25-й волны это будет просто iSleep. Но это длится уже сколько? 20 минут. То есть на всю активность вообще может час уйти. И сейчас вот это вот делать... Ну, что-то фиг знает. Что там ранг Шакса? Ну уж, наверное, будет отдельный ранг под эту активность, скорее всего. Но я не думаю, что здесь будет качаться ПВП. Ранг. Это зомби-режим? Ну, пока нас не выкинет на орбиту, да, пока мы не помрем, типа. Здорово, Юра. Unload your supers, unload your ammo, and it feels awesome. Yeah, really like have that peak power fantasy. Yeah, it's also Гамбит ранг будет качаться. Some cred in chat for your ability to dispatch champions. I don't know why people are asking about a Bungie dev fighting champion mobs. I don't know if that's a reference to something. Но они говорят, что турели будут нужны, если ты их прокачаешь на более высоких уровнях сложности и проапгрейдишь. Эмблемку у Эвы забрать надо. Пирамида в последнем городе, ну, это свидетель нам ее сюда притащил, чтобы нас отвлечь от того, чтобы мы не попали в странника. А через сколько волн нас в пирамиду закидывает, я пропустил? Каждые 7, что ли? Или каждые 5? Каждые 5, окей. Каждые 6, во. Каждые 6 волн телепортируемся в этот... вовнутрь. Oh, and he pushed me. Little breather. Yeah, absolutely. All the waves. Also, too, actually, you know, Jerome, from a lore standpoint. Ну так у них полгода было, Юр, чтобы это сделать. Что могу сказать? Взяли старую карту, запихнули туда зомби-режим и вперед. Ну, примечательно, что это первое изображение под установку второму, которое мы увидели до беты. Я тогда увидел и подумал, что это за Overwatch такой. But we are also able to access their space more. So it's a double-edged sword, so to speak. Короче, мы можем тоже в их пространство попасть. Ну, типа, они на нас напали в последнем городе, и мы можем в пирамиду тоже зайти, чтобы дать им люлей. Как же он жарит. Ну, Джамурат, каждая катка не похожа на предыдущую. Ты против разных игроков там все-таки воюешь, а тут, блин, одни и те же мобы по Е. Поэтому да. Ну так уж сложилось, что PvP на одной карте играть интереснее, чем, ну, для большинства игроков. Чем налеты там, я не знаю, одни и те же. Против мобов, которые за нового тоже места выходят. Опа. Ой, 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 неловкий момент, его выкинуло. Сюда. Сюда, на базу. А, просто альтап, не. Ну, такое в игре бывает. Как же Джон пропустил? Да я увидел краем глаза. Не, он просто альтабнулся случайно. У меня такое тоже периодически происходит в игре. Я хз из-за чего, но такое происходит. Его не выкинуло, все, отмена. Пока что 28-я волна и выглядит изи. Видите, мобы все еще без красного хп. Ну, они говорили, что с 40-й волны начнется веселье, то есть до 40-й волны у вас будет iSleep. They don't really have the technically the world's first, but yeah, we're That's right, yeah. Yeah, world's first. У них там делали это месяцами.
to be able to hop in this again. Yeah, this is available for all players. Yeah. Which is Там also папка really с порнухой exciting. свалилась. Ну, кстати, надо будет потом скриншот кто-нибудь сделал, посмотрим, что у него там. Out there, all of our guardians, our community. Yeah. So, yes, thank you. Стражи, комьюнити. Excited to be able to, get you all buffed to take on the witness. Yeah. Вы все будете забафнуты, чтобы сразиться со свидетелем. Something I wanted to mention, just to like get a little peek behind the curtain. Ну вот так вот, Редрик. Сейчас ради одной пушки, ну походу. Но я слышал там то, что 40 на 40-й волне насчет веселья, а всего волн 50. Вроде так. Ну, на каком-то этапе мы же должны остановиться и получить лут уже наконец, да? Логично? Ским Бомберс атакуют. Гаугар какой большой. We fixed it though. Yeah, it's fair. All right. Yeah. It'll live on again. Another thing that lives on strictly in our hearts. Yes. Also, too, out of curiosity, Vadar477 in chat asks, will there be like if you have just two? Кто-то инвайт во френды отправляет. You can dive into this with? I believe if you hop in the higher difficulties, you can do that. Excellent. Yeah. Да, можно будет в соло заходить в эту фигню. Maybe attempt to solo all 50 waves? Да, 50 волн, видите? Можно попробовать соло 50 волн пройти. Он думает, что это невозможно. 50 такой на слабо берет. Все такие, подержи мое пиво, сейчас я включу нетлимитер. Или что-нибудь еще осуждаемое. Дэнни, привет. Там же после босса давали сундук. Там давали, по-моему, этот сундук с боеприпасами. Но я не помню, что, по-моему, там револьвер упал, к примеру. Сука, где эта кнопка долбаная? Запись стрима будет, да. Полночный переворот верну, да. Ну, мы присяжные на тупике видели, что она просто с моба падала. Она, по-моему, будет мировым дропом. Какой важный, аж слышал, с собой закрыл. Ну, сорян, он сам переместился туда. Подержи мое пиво, пойду набивать часы онлайна, да. Все, он наконец-то сдох. Как же ему присылать пригласов, ДР? Ну да. Вань, ты тут? Я ту кнопку нажал, сорян. So is this the final boss encounter in the pyramid for this particular wave? Yes, for this particular wave. I think we're on wave 30. Yes. Which means we're on our last. Окей. У него 104 ранг, ну прокачанный, прокачанный. A little bit beefier than the last two bosses. Yeah. But we're going to victory lap and kill it in one shot. Here we go. There we go. Да просто я думал, что все вариации этого ника добавил в мут, но, видимо, нет. That's one of those augments, yeah. Awesome. Yeah. Okay, cool. So there's no guarantee you're going to get that one necessarily. Nope. Even better. Excellent. All right. Тупую еще добавилось. Guys, let's do the Evo. Блин, вы не видите за моей вебки, но там реально ему тупую вещи добавилось, друзья. Стрим смотрит больше, чем онлайн в игре на пике. У него на револьвере 18:30. Не будет красных мобов, думаешь? Открой сундук. But yeah, there's no timer. We're not counting down like 10 minutes to beat a whole wave or something. The only real fail condition is the fire team alive. Да, это полночный переворот. Мигель, привет. Once the ADU is gone, that's it. That's it. Okay, you lose on wave one somehow. That's it. Generally, we want to be pretty
clear about our favorite conditions. We don't want to stack. Yeah. A bunch of like oh, you have to. That's fair. There's like A and B and a C, nothing like that. Okay. And again, you're only defending its one ADU that kind of will transition. Only the current ADU. It will move with you. Got it. Okay, thank you. That's perfect. Also, to chat, I see you asking for information on the loot. First Descendant, ага, окончательно добьет. Tune in next week. We'll have plenty for you. I can promise you that. На следующей неделе у них дофига всего есть, чтобы нам показать, как я понял. Yeah, Shax is, if you go into the lore, Shax is working with some folks, some characters from the past. That's right, yeah. And also Шакс opening up работает his с несколькими private персонажами. reserve, for our use. Yeah. So is could be this, also, exciting. is this something Shax has been sitting on for a while, or has he been working on this behind the scenes? Well, there've been some weapons that have been frowned upon in the Crucible. Yeah. And but now's the time to bring those out. Yeah. Anything Vanguard that- outlawing stuff is not Ничего something we have интересного у time него, for. Конь, окей. Exactly. Yeah. And if it's dangerous, Чекни, кто добавляется, now's the видел. time to bust it out. All the better. Obviously, You know, yeah. high risk, high reward. That's how I see it. And we, if anything, are facing down our biggest risk in the Самые witness so счастливые far. 10 минут So этого making sure стрима that для меня, Shax когда я is собирал in the фигурку. office. Кстати. Nothing short of generous, I'll say. Ясно. Have you improved ability regeneration right now, or are you Алекс, just они that показывают все это время, 32 волны они I feel like you're not прошли. hearing me. I'm that guy. Что-то ему упало. good? Трофей, You have mentioned that once or twice, actually. трофей Бравни какой-то. Maybe plays an unhealthy amount of Destiny. Sometimes I will. Какая-то валюта упала ему с этой активности. У него, кстати, уже 5000 этой херни. А, их уже начали дрочить мобы. But I immediately get on and play. I do raids and dungeons. Так, а сколько там I've been на doing a lot of поднятие? toil recently. 16 секунд. My My Rosaraga. dad and I end up playing this game a lot, and so Уже, basically кстати, every вот day появилась after плашка, like, то, second что... being like, hey, so when you hopping on, when you done with dinner? О, I imagine мобы we'll уже also теперь do красные с but I've got 30 my- плюс my волны, и culture появилась is плашка, что different. воскрешение сложнее. Вот тут уже начинается веселье, я смотрю. Но до этого вам надо 30 волн пройти. That's awesome to hear. That's what Destiny is all about, right? Yeah, it's a lot Bringing of people fun. together. Yeah. All right, things getting pretty intense. Как его в стиме дрочат, да. Let's see. Out of Трофей curiosity as well, храбрости. I'm not sure if we can mention this one, but is Шаюру is не there a хватает. light level increase with Into the Light, or is this still at 1830? I believe it is. It is at the current power. Current power? Cool. Yep. All right, that hasn't changed. Thank you, Nikki Knight. for that question. Текущий уровень силы не поменяется, пишет. Super. Okay. То есть нам не надо будет качаться дальше. Nice. How much scrap you sitting on right now? I was on 4000 5,000. потратил. Okay. Потратить говно на рез... Scrap for cash. Scrap I wasn't for paying cash. attention. You got on the На narrative резню, department, окей. honestly, that is, I want to say obnoxiously good. It's like it's always like, man. Это shit, очень you guys are just классно, он stealing our говорит. shit. Want to write tweets? No. У него не хватает... Да ему пофиг, что. Ну, всплывают и всплывают эти уведомления. We were fighting the Fallen earlier, Oh my, please. so there will be multiple sets of the Witnesses armies going ahead and chasing. Сейчас помрет. activity Да. over here. Usually it's I just should one have super- per run. Right, yeah, yeah. For the sake of the Мне delta, интересно, их вайпнет или нет? Их должно вайпнуть. Там уже сейчас еще один сдохнет. You know it's getting harder when Noah stops flexing. I know, right? Yeah. He's actually Okay, having to. there's a lot going on, you know? There is. Like, Fairness. And I think also too, this is something we sort of touched on yesterday when we were doing our initial playthroughs, but especially when you get to these higher levels and it's not just kind of the, you know, the proverbial, comparatively speaking, walk in the park that the first few are, like you really got to keep your comms crisp with your team. You got to make sure that you're really aligning, not even necessarily your chain. Короче, убедитесь, что вы этим шотите, нам говорит. To really go ahead and stymie the bad guys there so you can focus your attention, your abilities, your supers on another lane. Actually, also too, to that end, obviously the you know, pyramids have been doing some terraforming, but you know, Tom, when you guys were building that Пирамида activity, осуществляет how are you guys терраформирование. going about even changing these maps? It looks like you guys have changed the architecture in some pretty significant ways. Yeah, so Архитектуру поменяли. Всем инвиз, здорово. Ну, до 40-й, надеюсь, доживу, да. Ну, кстати, да, это ведь все, они нам показывают, это бесплатный контент, это можно будет даже без конца света поиграть. Yeah. Спасибо, Нэм. Yeah. Кидало бы на Неомуну. Yeah. Да, если они вайпнутся, им придется заново начать. Все, там уже видите плашка, то что воскрешение ограничено, их выкинет на орбиту, если они все помрут сразу. Yeah. Yeah. Sure.
Здорово, Мазик. Привет, Гольф. Что, бесплатно? Да ладно, ну да. В это классное действо можно поиграть будет бесплатно. Ватник, спасибо за то, что тебе чат приятно. Ну важно, ребят, помнить, что они это все на коленке делают. Все, они доиграли. Obviously, Noah, welcome back from the Throne World. It's good to see you. I got a lot of tithes. You know, I feel like bro. They're comparable right now. So you're gonna turn into a hive? Never mind. I don't want to attempt turning into a hive god. That's fine. We'll leave that for your. That's the next expansion. Obviously, that's true. Yeah, we'll see. But no, Noah, thank you very much. Сперва мы такие говорили, что они трендят, покажите геймплей, а потом они начали показывать геймплей, и мы такие, пусть лучше трендят. Первый взгляд на то, что придет. 3 стрима будет. Ну, 2 стрима осталось. Вы все очень сложно работали над этой активностью. Что надо смотреть игрокам, когда они 9 апреля погрузятся? Хочется посмотреть на их стратегии, да. Джон смотрит, как играет Джон, да. It's gonna be fun. I'm gonna be hopping in with me and my sons. Yeah, that's gonna be awesome. Да, ушел по форзу. Jerome, as someone who's gone ahead and helped craft this story to bring this to life, obviously, to make sure it fits into the Destiny universe so well. What are you most looking forward to when this releases on April 9th? First of all, people getting absolutely hyped out of their minds for the final shape, and I want to see what Люди прям хайпуют на выход финальной формы. calculus than we've seen before, so I want to see how the players innovate and deal with this new challenge. Мы хотим посмотреть, как игроки справятся с этим новым испытанием. Да, просмотр дропсов суммируется. I'm looking forward to just getting my reps in, seeing how far we can get, especially on Legend. Get extra rewards, have extra difficulty, just have fun with friends and. Короче, важные награды, повышенная сложность, вот это вот все. Come out of playing things like this. Like we saw, you can have a big tormentor show up and like all these different things, those little emergent. Это мы посмотрим, Алекс. Напомни, когда я видос про университет буду делать. Посмотрим, да. The team and everyone's done. Like I'm a very small part of a larger team. Teams are way better. Я маленькая часть большой команды. Тима работает. Все проделали хорошую работу. Ну, просто, ребят, напоминаю, да, то, что это бесплатный контент, и они это делали на коленке. Спасибо, что поимели нас. Дала, спасибо за подписку. Следующий стрим 26 марта. Подожди, то есть серьезно? А ничего, что 6 минут... 6 минут еще по трендим и эмблему хотим получить, слышь? Чел! А вдруг у нас не хватит пары минут, чтобы получить эмблему? Следующую. Лоу! Там чат, наверное, просто в ахере. Watch time, watch time, watch time. But in the meantime, again, reminder, we'll be back next week at the same time and place to show you even more content. Через неделю вернутся, ребят. Take care of yourselves, take care of each other, and we'll see y'all Starside. Не, ну посидим, посмотрим, вдруг еще капает. Надо подождать. Что-то я не понял юмора, Это что такое? У меня 93%, твою мать! Так, я сижу, пока не офнется, все. Рома, спасибо за 33 месяца. Там дроп на эмблему, но это понятно, но... У них, типа, 3 стрима, если таких будут, у меня сейчас 31%. Если следующие стримы тоже будет по 50 минут, то я не получу эмблему вторую. Дроп посмотреть в дропсах и наградах сверху.
Вот здесь. Хантер, спасибо за подписку для Рената. Так, ну пока еще... Все. Да. Лол. Лол, кек, чебурек просто. 95%. Так, ну... Это же считается, что он идет еще? Не, давайте посидим, давайте подождем. У меня теперь 95%. Сука. Таймер тикает. Ну, ждем. Ну чё, как вам? Стрим? 96. Так, обновлю, посмотрю у себя тоже. Это что, нам реально надо будет сейчас сидеть и смотреть на то, что у них там дисконнект происходит? Понимяу. Ну, у них уже было такое, да, то, что они категорию поставили не ту, и из-за этого дропсы не капали полчаса. Сейчас дропсы... Как же все пишут watch time? Ребят, все, ГГ. GG. Да. Я сейчас скажу, сколько у меня процентов. 96. Кирилл, спасибо за подписку подальше. Чел там написал 99. Ну, ГМ, пойдем, ну, сейчас после видоса про ресет. Не, ну, это сильно, это сильно. Это без комментариев. Я получил эмблемку. Грац. А мне до следующей недели ждать. У меня другие гемы есть. Хорошо, сходим там, выберем, который попроще будет. О, господи, Bungie, что вы со мной делаете? А чё, они офнули? А вот так вот. О, ладно, пойдем тогда смотреть, что у нас с этим происходит. Как его называют? Что у нас там привез патчноут? Что у нас там на ресете происходит? Что там у нас по новостям? Ну, можно, Вадим? Ну, тут подождать придется. Я тут сейчас еще один ролик запишу.